Друзья, привет всем! Вы находитесь на канале Pixel, меня зовут Катя, и это видео из рубрики «Обзор головоломок из супермаркета». Обычно в этих видео, хотя у меня была всего одна часть и это вторая, я хожу по различным магазинам и, в частности, супермаркетам, где выбираю головоломки. И обычно я стараюсь выбирать не супер-пупер легкие, то есть я выбираю достаточно интересные и более-менее сложные, на мой взгляд. Если вы смотрели первую часть, то наверняка помните, что я ходила по городу и вот так снимала себя на телефон. И рассказывала вам, в какие магазины я захожу, что покупаю, что вижу, помимо тех головоломок, что я приобретала. А сейчас я буду стоять вот на этом месте и рассказывать вам все то же самое, но вперемешку с этим вставлять кадры из самих магазинов. Я думаю, что это будет не менее интересно, что вы скажете на этот взгляд. Напишите об этом в комментариях. Ну а тем временем мы с вами вместе отправляемся в наш первый магазин. Мой взгляд зацепили сразу две головоломки. Вообще, конкретно говоря, мне приглянулось вот этот прикольный такой, и еще вон тот. Хочу попробовать. Сейчас, наверное, попросим его покрутить, что ли? Насчет первой я вообще не могла понять, как ее разобрать элементарно. То есть я могла покрутить уголки. Все? Это все возможно? Нет, у него, насколько я помню, еще... Так. Как у него еще крутится? Ну, он, вероятно, изменяет свою форму? Вероятно, но не помню как. Но от этого ничего не изменялось, даже не перемешивался сам куб. Потом мне сказали и показали, как она может изменить свою форму, и я подумала, нет, это слишком высокий для меня уровень, пожалуй, в следующий раз. Когда я взяла в руки вторую головоломку, я поняла, что это просто подобие куба 3×3. И это грань, и вот, если это не ошибаюсь... подобие 3×3 или... Нет. Нет. Я думал, что он еще вот так сдвигается, но, судя по всему, да, что-то такое. По-моему, это просто подобие куба 3×3. Ну и тогда я уже немножечко расстроилась, подумала, это такой классный магазин, а я ничего там не приобрету, такой большой выбор, сравнительно большой выбор. Но все-таки потом я заметила, что там на полочке стояла какая-то пирамидка, я ее попросила покрутить, и оказалось, что сделала это не зря. Ну, я все-таки остановлюсь на выборе той, что за 490, это пирамида. Сейчас, можно ее взять в руки? Конечно. Так, и она, вероятно, вот так вот будет. Просто положение центров менять, да? Угу. Понятно, хорошо. В итоге я купила эту пирамидку, я позже вам скажу, когда буду распаковывать уже ее точное название. Если все-таки я не вспомню, то, пожалуйста, напишите мне об этом в комментариях. Вообще, когда я снимала первую часть в своем родном городе, я приблизительно знала, где я могу купить головоломки, сколько они даже стоят. А здесь, когда я приехала в новый, сравнительно большой город, я абсолютно не знала нигде мест, где бы можно было приобрести головоломки. Поэтому, когда я только-только познавала город, ходила по различным местам, я невзначай видела, что все равно где-то продаются головоломки. И когда я начала записывать для вас это видео, то поняла, что здесь выбор, уж побольше точно будет, чем в моем родном городе. Поэтому, ребят, если вы понимаете, о чем я, есть много головоломок для нового контента. А тем временем я направилась в свой второй магазин, и он оказался последним. Там на прилавке я снова увидела большое количество разнообразия, но они все были такие, знаете, 3×3, 2×2, 5×5. Это меня мало интересует. Во-первых, два главных критерия, какие головоломки меня вообще не интересуют. Это ВЦА головоломки, потому что они у меня, в принципе, все есть. А второй вид головоломок, который мне не нужен, так это тот, что можно собрать просто одним взглядом. К примеру, знаете, вот такой спиннер в виде головоломки. Это так, чисто для развлечения. А я хочу те головоломки, над которыми нужно посидеть, подумать, но в конечном итоге, естественно, собрать. Холодильник, ты специально? Я заметила на прилавке одну очень необычную и в то же время интересную головоломку. Так, значит, я думаю купить вот эту головоломку. Мне кажется, она будет
очень интересный. Однажды я видела ее в интернет-магазине, но именно тогда она показалась мне почему-то сложной, хотя когда я увидела ее вживую, мне так не показалось, и именно поэтому я решила купить ее. Можешь мне показать его? Дать покрутить. Ну, так, просто держать. Держать, да. Нет, нужно за 790. А, вот этот? Угу. А, ну, Я его не буду разбирать, а так. да, я понимаю, потому что я его не соберу, я поэтому-то, как бы, это и не против. Как я уже и сказала ранее, второй магазин был последним в этом выпуске, и именно поэтому сейчас мы переходим к распаковке и обзору на эти головоломки. Итак, на этот раз у нас не 3 головоломки, как в прошлый раз, а 2. И, кстати, вы сейчас, наверное, можете спросить, а что это за коробка вообще такая? Ну, сейчас я вам все объясню. Когда я, значит, спросила во втором магазине, есть ли у данной головоломки вообще упаковка какая-либо, то продавщица начала искать ее и так и не нашла. В итоге она мне дала какую-то вот такую коробку из-под игрушки какой-то. И, в общем-то, таким образом эта головоломка оказалась в непонятной коробке. Ну и давайте, собственно, с этой головоломки и начнем. Я уж не буду говорить про комплектацию, про саму коробку, сами понимаете почему, а начнем прям с самой модельки. Я погуглила, это называется машина времени или Time Machine, как-то так. Если все-таки говорю неправильно, то исправьте. Здесь что-то наподобие куба 2х2 я вижу, так как можно провернуть вот так грани. Вместе с этим можно поменять элементы таким образом. И почему она называется машина времени, так это потому, что когда я видела данную модель на различных сайтах, в онлайн-магазинах, здесь по порядку были расставлены цифры, и, наверное, это олицетворяло циферблат. Но конкретно на моем кубе я не вижу здесь ни единого намека на цифры или что-то подобное. И на самом деле, мне кажется, так было бы сложнее, потому что нужно было бы еще и в правильном порядке расставлять все цифры. Я предлагаю основательно разобрать этот куб и посмотреть, как он будет выглядеть в полностью разобранном виде. Кручение этого куба оставляет желать лучшего. Я думаю, достаточно разбирать его, и давайте уже перейдем ко второй модели. А вторая головоломка уже сидит в своей собственной коробочке. Внутри коробки у нас находится брат Pyraminx. Я погуглила и узнала, что это называется что-то типа Pyraminx Duel. Но я вообще не ручаюсь за правильность названий в этом выпуске. Вообще они мне кажутся какими-то странными, что машина времени, что дуэль. Ну ладно, меня в принципе в последнюю очередь интересуют названия головоломок. Мне все-таки интереснее их собирать. А крутится она вот таким образом. Здесь изменяется центра. Не думаю, что эта головоломка будет сложной, наоборот, мне кажется, эта головоломка просто очень легкая. Нужно приложить некоторые усилия, чтобы развернуть грани. И, кстати, смотрите, я сделала узор. Если кого интересует размер этой головоломки, то вот вам сравнение с X-Men Bell. Они приблизительно равны. Что касается первой головоломки, она размером приблизительно с Megaminx, но, к сожалению, сейчас у меня нет возможности сравнить их. Я очень рада сегодняшней покупке, и моя коллекция пополнилась на 2 головоломки. Друзья, если вам понравилось подобное видео и вы хотели бы увидеть продолжение, то обязательно пишите об этом в комментариях и ставьте свои лайки. Давайте наберем, скажем, 123 лайка, и тогда я выпущу следующую часть. Что ж, а на этом видео подходит к концу. Всем огромное спасибо за просмотр. Ставьте свои лайки, подписывайтесь на канал и не забывайте включать уведомления, чтобы не пропускать мои новые ролики. Всем хорошего настроения. До скорой встречи в новом видео. Мемчик с котиком в конце. 啊，叔叔你错没有？啊，错没？